Доброе утро. Мы уже встали, Алиса еще спит. Такое солнце сегодня, отличная погода, и мы хотим весь день посвятить Брашову. Я уже была в этом городе и составила свой личный топ-8 самых интересных мест. Так спит сладко, аж жалко будить. Доброе утро. Да, дочь? Сегодня мы хотим подняться на гору Тампа, но так как понедельник, мы не знаем, работает канатная дорога или нет, поэтому, возможно, мы поднимемся по дороге пешком, это будет где-то час, ну или же пойдем гулять по старому центру, тут куча крепостей, церквей, улочек красивых. Позавтракали и собираемся потихоньку. Куда мы идем? В горы или в город? В горы, хорошо. Коляску брать не будем, хорошо сегодня? Без коляски, ножками, да? Вон впереди народ поднимается на канатку, в надежде, что она работает. И мы тоже, потому что пешком идти не хочется. Указатель канатки. Здесь удобная дорожка, ехать с коляской нормально. От машин, от парковки 600 метров до нижней станции подъемника. На площадку мы потом идем на обратном пути. Подъем пешком занимает примерно час, а на канатке это всего лишь 3 минуты. Вот ее время работы и стоимость 15 лей за взрослого. Заходи, пирожуля. Вот в таких телекабинах будем подниматься наверх на гору. Народу много сюда вбилось. Тымпа – гора в южной части Восточных Карпат, полностью покрытая лесом. В этих местах можно встретить диких медведей, рысей, белок и золотых орлов. Вот мы вышли с канатки. Здесь, конечно, грязючка такая, солнце. Идем туда, к смотровой, где написано большими буквами Брашов и вид на весь город. Осторожно, Алис, чтобы только в грязь не упала, хорошо? Мы все в белом. Главное, не сильно здесь засраться. 5 минут, и мы дошли. По грязюке. Раньше здесь на вершине горы возвышалась крепость Брашовия, а сегодня на ее месте оборудована смотровая площадка. Ну вот так мы поднялись, и весь Брашов под нами. Старый город хорошо видно, вообще весь город и новый район. Самое главное, что солнечный день, не видно все. Очень красивый старинный европейский городок. Единственное, что меня всегда смущает, это большое скопление людей. Но в таких местах это обычно так и есть, по-другому не бывает. Подняться однозначно стоит. Мы пробыли здесь минут 5, и вот посмотрите, просто какая толпа следующим заездом поднялась на подъемники. Есть старая бабулька. Опять не хочет ходить пешком, да? Кого тащить надо? Не я. Тебя? Да, все. Не-не-не, найдем кабинку. Нет, не то чтобы ужасно после танец такой. Возвращаемся мы потихоньку обратно, перепачкались все. Я сделала вывод, что подниматься пешком на эту гору можно только когда очень холодно и снег, либо летом. Да, летом, когда сухо и нет вот этой грязюки, потому что просто беда. Мы вышли к самой узенькой улочке в Брашове. Ее ширина буквально там метр с чем-то и длина 80 метров. Идем.
Здесь разрешено на стенах оставлять какие-то свои мысли и свои пожелания. Можно что-то написать. Тысячи туристов со всего мира приезжают сюда и пишут свои пожелания, как я уже говорила, и списали все стены полностью. Сейчас буду ручку искать, будем что-то писать. Эту улицу построили в 17 веке и построили ее в целях пожарной безопасности. А наш путь лежит дальше, в сторону центральной площади Брашова. Позади меня находится одна из главных достопримечательностей Брашова – Черная церковь. Черная церковь, зловещее готическое здание рядом с площадью. Построили ее немцы в XIV веке, а в XVII случился пожар, из-за чего стены почернели. Внутри находится коллекция ковров и крупнейший в Восточной Европе орган из 4000 труб. Площадь Сфатулуй. Мы вышли на центральную площадь в Брашове и сейчас пройдем по главной пешеходной улочке, где-то пообедаем, потому что дети уже проголодались. Вообще город такой миниатюрный, очень красивый, эти мостовые узкие улочки, цветные домики, кафешек много. Мне вообще здесь очень нравится. На площади бесплатный Wi-Fi, фонтан, сейчас зимой он не работает, и множество кафешек. В этом видео я вам оставлю список хороших ресторанчиков, где можно вкусно покушать в Брашове. Мы же обедаем в Серджане, традиционном румынском ресторане. Здесь очень большой выбор блюд румынской кухни и большие порции. И народные песни, пляски. Заказали гуляш, Алисе суп куриный. Мясной, а картошку, в общем, все голодные. Давай, доця, давай, кушай. Алиса поела, теперь можно спокойно гулять. Мы сейчас вышли на пешеходную центральную улочку Брашова. И тут очень много кафешек и ресторанчиков. Вечером очень много народу здесь гуляет, мы вчера тоже ходили. Мне кажется, что на этой улице всегда большое скопление людей, независимо от времени года. Что, ты будешь тоже вафельку шоколадную? Будешь? Да, я с тобой поделиться. Контролирует, чтобы тетя правильную вафлю сделала с шоколадом. Ты проверяешь или нет?
тебе отрежут вафельку, тоже будешь. У тебя будет отдельная, да? Хватит тебе? Капец, какая она большая. Это какой-то медведь. Да, где салфетку? Дай мне эту салфетку. You make your dreams last, but dreams come slow, and they go so fast. Это что за хрюня? Какая-то хрюшка у нас завелась тут, что ли? В Брашове проводят free walking tour на английском. Гиды работают за чаевые. Обычно встреча на главной площади возле фонтана ежедневно в 10:30. За пару часов вас поводят по основным масси старого города. Вот там наверху над домом написано Брашов. Вот мы стояли сегодня на этой смотровой площадке, выйдя с канатной дороги. Представляете, какая высота? Позади нас ворота Екатерины. Они были построены в 16 веке и с тех пор много раз разрушались наводнениями и пожарами. Сейчас мы поднимемся к одной смотровой башне. В понедельник вход в нее может быть закрыт, но оттуда с виду открывается со смотровой площадки красивый вид на город. Пойдем, давай ручку. Пойдем? Ричи тоже идет? Ползем в гору потихонечку. Здесь идти недалеко. Все сопротивлялись, как обычно. Какая красота, да, с этого ракурса вообще так город видно. Церковь это черную. Держись, давай ручку маме. Эти Давай. внутренние дворики прикольные. Вход на смотровую площадку Черной башни бесплатный, а в саму башню платный. Открыто с 10 до 6, кроме понедельника. Смотрите, как красиво поросла травой эта башенка. И там вот надпись Брашов. Мы с Таей уже устали и идем домой, а мама еще пойдет с Геной куда-то погулять. Скорее всего, на Белую башню, потому что на Черной мы сегодня были. Пока. А мы с Алисой остаемся еще. Куда тоже идешь? Ты со мной остаешься. На Черной башне мы были, детей отправили домой старших, а мы поднимаемся на Белую башню. Вот дорожка идет наверх, и с нее тоже вид на город открывается. Идем, поехали. Я уже устала. Вон там канатная дорога, на которой мы сегодня поднимались. Говорит, пап, все, тащи. Смотровая площадка здесь тоже. Вот отсюда ратушу видно и городскую площадь. Хорошо, да?